После похорон дочери отец решил прибраться в ее комнате, но заметил, что с зеркалом было что-то не так. Он решил снять его со стены, и когда увидел, что находится за ним, просто не мог в это поверить. Он раскрыл секрет своей умершей дочери. Камила была еще молода, когда умерла от рака. Когда мы теряем любимого человека, всегда трудно это пережить и заполнить пустоту. Узнать, что ваш ребенок страдает опасным для жизни заболеванием, очень больно. Все родители хотят защитить своих детей и не любят чувствовать себя беспомощными, когда те попадают в беду. Камила также страдала смертельной болезнью, и ее родители были опустошены, когда узнали об этом. Никто не ожидал, что это произойдет, потому что она любила спорт и была очень активной. Все началось, когда девочке было 13 лет, и они жили в Германии. Семья состояла из 3 мальчиков и 7 девочек. Они были очень счастливы вместе и вели обычную жизнь. Камила брала уроки бокса, потому что это был ее любимый вид спорта. Когда она не была в спортзале, она делала домашние задания и помогала родителям с младшими братьями и сестрами. Она была милой девушкой и любила свою семью. Камила была счастлива и здорова, пока незадолго до Рождества не обнаружила шишку на голове. Как и любой ребенок, она очень любила это время года и была полностью поглощена праздничной суетой. Она понятия не имела, как появилась шишка, и подумала, что в этом нет ничего серьезного. Должно быть, она неосознанно ударилась головой обо что-то во время занятий спортом, подумала она. Вскоре Камила забыла об этом и продолжала жить, как будто ничего не произошло, но однажды она упала, потеряв сознание. Ее родители были очень обеспокоены и немедленно отвезли ее в больницу. Там ее тщательно осмотрели врачи, и они обнаружили, что у нее рак костей. Ее нужно было немедленно прооперировать. Хотя эта новость разбила сердце ее родителей, сама Камила отреагировала очень спокойно. Она всегда была настроена позитивно и думала, что с ней все будет в порядке. Члены семьи были очень опечалены. С другой стороны, малышка держалась очень спокойно и даже заботилась о своей матери. Она утешала ее и всегда говорила ей успокаивающие слова, а также следила за тем, чтобы она хорошо поела и выспалась. Хотя сама Камила нуждалась в заботе и поддержке, она была рядом со своей семьей в эти трудные времена. С самого начала она знала, как бороться с болезнью, и ее родители очень восхищались ее мужеством. Но тем временем опухоль уже распространилась на ее спинной мозг и плечо. Когда девочке потребовалась операция, врачи потратили около 8 часов, чтобы удалить всю пораженную ткань. После операции Камила прошла курс болезненной химиотерапии. Она провела все эти месяцы в больнице и старалась быть сильной, несмотря на всю боль, которую испытывала. Мать часто плакала, когда навещала ее, но, как всегда, положительная сторона маленькой девочки успокаивала ее. Как только лечение было завершено, ей разрешили вернуться домой. Она вернулась, полная решимости бороться с раком, и верила, что справится с этим. После всех курсов химиотерапии у нее больше не осталось волос на голове, и ее тело было очень ослаблено, но это не помешало ей продолжать сражаться. Камила даже одела парик, чтобы не отличаться от других детей. Но поскольку она не могла много ходить из-за своего слабого тела, она проводила много времени в постели. В эти моменты девочка решила завести дневник. В письмах она выразила свои эмоции. В эти трудные времена ее отец заметил, что его дочь была духовной и очень умной. Она часто говорила о вещах, которые они не совсем понимали. Однако ее здоровье все больше ухудшалось, и 26 мая 2019 года она умерла в возрасте 14 лет. Семья была просто опустошена. Несмотря на ее позитивный настрой и смелость, она не смогла победить рак. Вскоре после ее смерти, когда семья пыталась вернуться к нормальной жизни,
Отец решил взять на себя трудную задачу по уборке комнаты дочери. Для этого ему пришлось бы просмотреть все ее вещи. Войдя в комнату, первое, что привлекло его внимание, было зеркало, и он решил снять его со стены. Но когда он увидел, что было позади, он несколько минут неподвижно стоял. Отец не мог в это поверить. Он раскрыл секрет своей умершей дочери. В задней части зеркала отец увидел письмо. Оно было написано Камилой, когда она все еще боролась с болезнью. Отец почувствовал эмоции и боль, через которые пришлось пройти его дочери. Мужчина начал читать, но ему пришлось остановиться, потому что слезы застилали его глаза. Камила писала: «Счастье зависит от нас самих. Возможно, это несчастливый конец, но это история моего путешествия. На самом деле цель жизни — иметь цель». Разница между обычным и необычным заключается как раз в том небольшом дополнении, которое делает его особенным. Счастье — это состояние, а не пункт назначения. Нужно быть счастливым, свободным. Ничто не длится вечно, и все люди умирают. Каждый день особенный, так что наслаждайтесь им. Завтра ты можешь заболеть смертельной болезнью, так что пользуйся каждым новым рассветом. Жизнь плоха только в том случае, если ты делаешь ее плохой. Если кто-то любит тебя, он никогда не захочет тебя потерять, как бы тяжело это ни было. Не забывайте, что жизнь полна взлетов и падений, и что без падений взлеты ничего не стоят. Никогда не отказывайся от того, что важно для тебя. Помни об этом всегда. Любовь — это не только то, сколько раз вы говорите кому-то, что любите его, но и то, насколько вы можете это доказать. Любовь подобна ветру. Ты чувствуешь ее, но не видишь. Любовь заключается не в том, чтобы найти кого-то, с кем ты можешь жить, а в том, без кого ты вообще не можешь жить. Жизнь — это игра для всех, но любовь — это цена, которую нужно заплатить. Люди будут ненавидеть, осуждать, ломать тебя, но твоя сила в том, что делает тебя таким, какой ты есть. Не суди меня слишком быстро. Я просто хочу быть той девушкой, которая улучшает плохие дни и заставляет тебя чувствовать, что твоя жизнь изменилась с тех пор, как ты прочитал мое послание. Этот текст стал источником вдохновения для семьи Камилы и немного смягчил боль утраты. Ее отец не мог понять, как у его дочери хватило сил написать такой вдохновляющий текст, когда она была больна. Он знал, что Камила любила писать, потому что видел, как она часто это делала и таким образом выражала свои эмоции. Отец был счастлив, что узнал об этом, потому что это было прекрасное воспоминание о его дочери. Это послание остается в памяти семьи и позволяет им обрести покой и силу. Теперь они знают, что до последних минут своей жизни Камила старалась извлечь максимум пользы. Семья решила сохранить письмо навсегда, как бесценное сокровище. Оно останется в ее комнате, и каждый раз, когда кто-то будет его читать, у него будет такое чувство, как будто юная леди снова окажется с ним на мгновение. Текст был источником вдохновения не только для семьи, но и для многих других людей, которые его прочитали. Ведь мы часто перестаем ценить красоту жизни, потому что сосредотачиваемся на своих проблемах. Дорогие зрители, а вас вдохновило послание Камилы? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.